да. И не только в России, но, конечно, в бывшей Советского Союза, да, очень много людей, не только в Украине, но в Казахстане, в много странах говорят по-русски, и это один из международных, самый важный международный языках в мире, испанский, арабский и тому подобное. Когда я покажу нам, когда я слышал, был в особенности в это время, да, 10 лет тому назад, я много сосредоточился на русском языке. К сожалению, я очень долго не занимаюсь русском языке. Когда я был в Украине 2 раза, там я попробовал немножко побольше слышать по-русски. И поэтому, к сожалению, точность русского языка нуждается в усилиях. И когда очень долго я не занимаюсь русском языке, конечно, будет забывать слов и делать много ошибок. Но для меня это не важно. Я покажу людей, что я сейчас говорю с трудностями, но все равно для меня это огромное удовольствие. Каждый раз, когда я могу говорить по-русски. И это нисколько не мешает нашей коммуникации, я прекрасно вас понимаю, поэтому я тоже Да, считаю, что ошибок бояться не нужно, они будут, без них нельзя, но это никак не должно препятствовать общению. да. И даже если я буду сосредоточиться на русском языке, я боюсь, или я не боюсь, но я знаю, что я никогда не буду говорить без ошибками. Никогда, никогда. И по-английски я много лет занимал международным бизнесом за людьми из Швеции, из Германии, да, не говоря Япония, но японцы не являются самой лучшей, да, по английскому языке, но людей из Швеции, в Германии, они говорят очень хорошо по-английски. И все равно всегда будет ошибки. Будет. Ошибки, которые how do you say, reflect, oh boy, I forgot everything, but отражают привычки из их родный язык. Конечно, я знаю, здесь в Канаде у нас есть сотрудник из России, не из России, он русский язычный из Молдавии, да, из бывшего Советского Союза, и он говорит прекрасно по-английски, прекрасно, и он может все объяснить, и понимать, и все, и говорят, как каждый обычный канадец. Но у него артикль не существует. Нет артикля, нет. Он все равно, он говорит свободно, без артикля. И все понимают, и он очень... Но я хочу, что... Все равно я хотел бы, если я буду сейчас сосредоточиться на русском языке, я хочу с вами изучать, да, чтобы я говорил бы точно по-русски, но все равно никогда не буду говорить без ошибками. И это не важно, это не мешает меня иметь большое удовольствие за изучение русского языка. Абсолютно. Все зависит от вашей цели. Вы же не устраиваетесь работать переводчиком в Организацию Объединенных Наций, да, или вы не переводчик президента. Вот в таком случае, наверное, стоит потратить экстра усилия, чтобы говорить без ошибок. Я живу в Америке 10 лет, изучаю английский язык с 5 лет, и все равно я уверена, что я делаю большое количество ошибок, просто люди воспитанные мне об этом не говорят. И русские люди тоже в своем родном языке допускают большое количество ошибок. Конечно же, не падежных, например, как допустили бы иностранцы, но ударения, значение слов и так далее. Язык — это что-то глубокое, бездонное, как, не знаю, огромная какая-то впадина, да? Так что в этом ничего страшного.
вопрос. Если я вам спрошу, я хочу говорить лучше, я хочу сделать меньше ошибки. Какое ваше предложение? Как вы можете мне помогать говорить с меньше ошибками? Мой рецепт такой. Я бы вам порекомендовала нанять преподавателя лучше, да, человека, который может объяснить ваши ошибки, или хотя бы носителя языка, который не является вашим супругом, супругой, близким другом, потому что это вызывает конфликты. И попросить с вами регулярно общаться и записывать ваши ошибки. И потом вам о них говорить. И потом, на мой взгляд, вам нужно будет осознанно обращать внимание на эти ошибки. Допустим, вы допускаете ошибку в падежах. Постоянно одно и то же, потому что наши ошибки обычно одни и те же, да, какие-то у нас есть закостенелые. И вы сами себя должны будете остановить и сказать: так, стоп, а вот тут надо сделать вот так. То есть нужна осознанность, да, когда мы включаем голову и постепенно перетренируем себя на то, чтобы эту ошибку не допускать. Мне кажется, это такой рецепт. Что вы думаете, скажите мне? Да, но проблема... Я понимаю русский грамматику. Понимаю. Все, я читаю книги, я много читал. Я понимаю. Но когда я говорю, я не могу это... Когда я говорю, если я должен думать о правильном, которое я понимаю, но надо по этой думать, я не могу говорить. То значит, как развивать рефлексы, да, миллион раз. И что вы сказали, это правильно. Когда я изучаю, я не знаю, персидский, арабский, какой-либо язык, я буду говорить с тутором, да, через интернет. И каждый раз тьютер будет писать списки с моими ошибками. Да? И я могу читать, окей, там будет конверсация или... Нет, только списки. Но я имею в виду, у меня есть запись этой дискуссии. И я вижу, что каждой неделе я делаю то же самые ошибки. И каждый раз она скажет: нет, это не так, это так. И следующая лекция, следующая дискуссия, урок, я буду делать то же самое. Хотя я знаю, хотя она меня исправила, и как это сказать? How do you fix that? Как это исправить? Исправить, да. Стив, но мне кажется, нельзя забывать про все-таки осознанность и повторение, да, то есть, хорошо, второй раз вы сделаете ту же ошибку, третий раз, пятый, но на седьмой вы уже сами остановитесь и скажете: нет, что-то не так. То есть, какая-то вот контроль все равно должен быть за тем, что вы говорите. Ну и плюс, я на самом деле согласна с вашим методом. Вы говорите, что к языку нужно привыкнуть, да, и нужно много слушать, читать, чтобы это стало родным, да, чтобы ваше ухо само поймала себя на мысли, что так, что-то не то, я говорю что-то неправильно. Так что абсолютная комбинация, да, огромного количества слушания, чтения и контроля за собой, осознанности. И потом в итоге это становится чем-то натуральным, чем-то естественным для вас. Да. И тоже я думаю, что надо не бояться. Надо признать, что я признаю, что я не буду говорить без ошибками. Поэтому, но я тоже знаю, что, как вы сказали, понемножку, постепенно у меня будут новые привычки. Например, насчет падежей, самое просто это, what I call, instrumental. С нами, с вами. Потому что это понемножку по-другому, окей? Это сложно. Но с вами, с нами, это... И там будет на мой мозг фразы, которые звучат натурально. И
количество этой фразы, это натуральные фразы, внутри кого есть там правильная конструкция, количество будет понемножку увеличивать. И я думаю, что, конечно, надо отметить, надо, чтобы кто-то попробовал исправить, или вы должны отметить, что случится в языке. Но сложно есть, поэтому не надо don't get too worked up over it. Да, не нужно слишком беспокоиться. Просто нужно понимать, над чем работать, да? Ведь человек может даже не знать, что он делает ошибку. Спросить вам или спросить вас, да? Правильно говорить спросить вас, но у меня поголовно все студенты говорят спросить вам. Если я им не скажу, что это неверно, они об этом не узнают, да? Поэтому прелесть преподавателя в том, что он может указать на то, над чем работать. Да. Вот и, в принципе, все. Да, окей. Но надеюсь, что в следующий раз, когда мы будем говорить по-русски, я могу понемножку улучшить. Вы прекрасно говорите по-русски, так что да, можно стать только еще лучше. Да, но все равно, я думаю, что я видел ваши каналы очень хорошо, очень very encouraging. How do you say that? Спасибо. Очень мотивирует, наверное. Мотивируется. Это самое важное. Окей. Большое спасибо. Очень приятно. Всего доброго. До свидания. Очень приятно.